Добрый день, с вами Аграфина и мой канал Магии и Колдовства. Занимаюсь всеми видами магии. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, перейти в шапку профиля по ссылке. Найти меня в Инстаграме можно, в Телеграм-канале, где я публикую закрытые материалы, которые не проходят модерацию в других местах. Также магия наказания, магия защиты, успехи, устранение врагов, участие в конкуренции, избавление от конкурентов, соперников, соперниц. Сегодня у меня гадание по неделям, по знакам зодиака, влияние высших сил на неделю. Начинается вторая половина знаков зодиака. Это Девы, Весы, Скорпионы, Стрельцы, Козероги и Водолеи. Помним, что каждое утро мы просыпаемся, потому что у нас будет Солнце. Это самое очевидное влияние на физиологию. Также есть более тонкие влияния других небесных тел на события, на наши эмоции, наши отношения с деньгами, наше творчество, наши отношения. Итак, начинаем с Девы. С чем входит в неделю Дева, с какими энергиями. Помним, что позитивные энергии можно усиливать при помощи духовных практик, энергетических практик, магии. Справедливость. Дева находится в очень спокойном, уравновешенном состоянии духа, принимает важные, нужные решения, хладнокровно взвешивая за и против. Также удачная карта для проведения разного рода судов, разбирательств, будет в вашу пользу. Вы чувствуете, что все идет так, как вам нужно. По работе королева Пентаклей, сама Дева, настроена на экономию, проверка, экономия. Думает, на чем сэкономить, как больше заработать. То есть присутствует некая тревога о деньгах. Возможно, что деньги идут, скажем так, медленно, не так, как бы вам хотелось. Сложное собеседование, в основном по части оплаты труда, или приговоры, где точка спора именно денежный вопрос. Так, пятерка кубков, это социум, возвращение людей, старых ситуаций, продолжение диалога с этими людьми. То, что вы не договорили, не порешали, придется снова решать. То есть это такая затянутая история. Также какой-то вопрос, который вы надеялись решить, вы не будете к нему возвращаться снова. Что по пятерке кубков это все бывшие какие-то из прошлого, родственники, друзья. Можете их встретить, но там все по-старому, ничего нового, интересного. Состояние здоровья хорошее. Хорошая карта для того, чтобы проверить, сходить, получить какую-то консультацию. Также хороша карта даже для тех, у кого серьезные какие-то болезни или выздоровления после операции или каких-то кризисных состояний. Карта говорит о том, что вы максимально правильно и внимательно обращайтесь со своим здоровьем, обращение к специалисту. Вот. Все, лечение идет правильно. Вы за собой следите. Все идет как надо, по плану. Паж чаш. Состояние в личной жизни легкое, веселое, занятия с детьми, приятные развлечения, может быть, в паре, вы с парой. Также для одиноких может быть знакомство с молодым, с молодой, каким-то представителем противоположного пола. Веселье, легкость. Конец недели завалит вас работой, возможно, в том числе и той, которая не очень хочется вам заниматься. Скучная, трудная бытовуха. Дальше у нас идет весы. Весы идут. С чем ходят весы? Весы прозревают. Оказывается, что люди такие вот про вас говорят что-то за спиной. Много узнаете информации такой за спиной, которая вылезает о вас, и не только о вас. Скорее это злословие какое-то, да, что сплетни полезут. По работе королева кубков, это может быть что-то эмоции, беготня, разговоры, немножко карта, которая не располагает к каким-то серьезным делам.
отвлекают от работы, также излишне эмоциональные клиенты, заказчики, волнение, переживания. Хороша карта, конечно, если вы с клиентским бизнесом, тут у вас будете вызывать эмоции, много людей к вам потянутся, но с другой стороны это утомляет, да, вот эта вся эмоциональная обстановка, все на эмоциях. Вашу социум, избегайте социума, слишком, тут достаточно эмоций на работе, какие-то сплетни, все на свете, и с окружающими избегайте им что-то доказывать, избегайте их давления и домогательств, что-то они от вас все хотят. Весы прячутся и делают, говорят, моя твоя не понимаю, ничего не знаю, что ты от меня хочешь. Состояние здоровья двояко. Если у вас какая-то перед этим заболевание, там схватили инфекцию, то скорее у вас будет такая вялость. Вялость, где может даже вы будете не в состоянии ходить. С другой стороны, то есть карта не очень хорошая для тех, у кого перед этим какое-то потрясение будет. То есть не дает вам, как говорится, встать с постели, не дает вам надо лежать, вам надо отдыхать. Вот так вот. С другой стороны, затухают какие-то симптомы. Ни туда, ни сюда. То есть у вас пока такой вот. Даже если вы чувствуете себя хорошо на этой неделе, не стоит слишком торопить события, лазить в горы, ставить какие-то эксперименты над своим здоровьем, потому что особенно опорно-двигательный аппарат и давление. Видите, он лежит, встать не может. По личному, Вестник Пентаклей. Приятные известия, переписки, возможен подарок. Ну, причем вот такой какой-то либо слишком поздно, либо слишком рано, либо не то, что вам хотелось бы. То есть вот такой вот обмен с противоположным полом. Даже если это у вас семья уже, это семейная покупка, но такая натужная, с трудом что-то идет. Какой-то перебор. Вы хотели купить одно, купили другое в семью. Конец недели, сомнения вот эти вот, опять же, по поводу материально. Надо, не надо, будет, не будет. Никак не устаканится. Возможно, что это также решение, которое не будет принято относительно покупки, продажи, приобретения, вот в материальном плане сомнения. Скорпионы. Вестник мечей. Раздражительность. Возможно, слив энергии из-за того, что мелкие подколки, критика необоснованная. Все это вот как-то вас отвлекает. Все это вас... Это мелкие гадости, да, которые от вас к вам исходят. По работе, королева жезлов, какое-то яркое важное событие, какое-то вас увлечет что-то или кто-то, какая-то яркая интересная личность или яркое интересное событие. Хороша карта для творческих людей, для тех, кто хочет показать себя миру, представить, презентовать. Хорошо проходить собеседование, только не переусердствуйте, да, что ж вы такая и красивая, умная, и красивый, и умный, и творческий, да, прям на максимуме. Окружение, социальный круг, какие-то люди, да, недосказанность, что-то они вот какие-то мутные, на максимуме. Включать интуицию. Также хороша карта для того, чтобы обратиться за советом к магу, астрологу, тарологу, разного рода эзотерику. В каких-то серьезных делах много неясностей. До конца понять невозможно, куда человек клонит. Верховная жрица — это всегда мутило, что-то там может выскочить по итогу. Максимально приготовьтесь к этой неясной ситуации. О, еще и дьявол. Состояние здоровья. Дьявол. Ну что. Скорее Скорпиону захочется сходить налево, напиться, укуриться.
предаться каким-то грехам, предаться каким-то пристрастиям. Также эта карта говорит, что не принимайте каких-то серьезных решений относительно здоровья в плане операций, серьезные какие-то вмешательства, поскольку дьявол всегда путает карты по здоровью, путает информацию, она может оказаться по итогу неверной, сомнительной. Проверяйте. Ну и в плане того, что эта карта такого вот странного состояния, в том числе это какая-то бессонница, ужасные какие-то могут быть и сны, тревога. Одним словом, моральное, да, больше состояние. Физическое может быть просто состояние как порчи, да, вот такое. Так, личная жизнь королева Пентаклей. Ну, тут, если это семейная жизнь, то это бытовуха, обустройство, может быть, вашей материальной жизни. Твердо стоите на ногах, вроде чинно, благородно. Для остальных это может быть и какое-то знакомство, для женщин знакомство. Ну, такое вот, знаете, все пропускаете через материально, через земные дела, да, что у человека есть, как твердость стоит на земле, то есть вы такая дама Пентаклей. Ну, для мужчин знакомство с такой дамой, бухгалтер, дама-бухгалтер. Конец недели, тройка кубков перевернута, компания, в которой вам не понравится. Вот может она восходить к вот этой верховной жрице, да, окружение людей, которые не искренны, что-то там они в глубине души, что-то там совершенно не то думают, ну, вам эта компания не... То есть, если куда-то собираетесь, какой-то день рождения, хорошо подумайте, надо ли вам туда идти. Праздник, компания неискренних людей с подвохом. Так, наши стрельцы. Веселое такое, несерьезное, дурашливое настроение, хлопоты с детьми. Можно сказать, такая вот радость жизни, творчество, эмоции. По работе перепалка, да, какие-то серьезные вот подвижки, что вам придется оставить свое мнение, свои какие-то дела. Возможно, то есть какие-то вплоть до того, что воевать за свои деньги, за свое место на этой работе. Сложное собеседование. Нельзя сказать, чтобы она полностью безнадежная, но такое вот. Удастся вам, много усилий приложить придется, чтобы достигнуть своей цели. Так, социум. Много каких-то известий, много хлопот, много какого-то интересного, рассеет ваше внимание. Может быть, какие-то мимолетные знакомства. По сути, хорошая карта для того, чтобы привнести в свою жизнь какие-то новые ощущения, новости, решение небольших каких-то дел с государством, в казенных домах, но решение какого-то серьезного вопроса откладывается, поскольку у нас вестник это всегда краткосрочное что-то, да, такое. Состояние здоровья. Ну вот, шут. Вас потянет рискнуть своим здоровьем, не знаю, залезть в горы, напиться какой-нибудь айяваски, не знаю чего. Не стоит шутить. То есть, возможен такой вот какое-то странное даже состояние крайнее. Ну, по сути, оно больше связано с вашим настроением ума, да, что-то куда-то залезть, чего-то наесться, напиться, чем-то сильно рискнуть. Думайте об этом. В том числе и женщинам это может быть незапланированная беременность какая-то такая вот. Так, в состоянии в личной жизни возврат или все тянется по-старому. Хотя даже если вы в браке или в отношениях, это может еще какой-то хвост возвратиться с теми же самыми разговорами, на чем не оставлен, точка была не поставлена, и вот вы продолжаете на ту же тему, в том же разрезе разговаривать, в том же разрезе этот возврат идет. Человек, возврат из прошлого, что он... Шестерка пентаклей, неудовлетворенность, скорее материальная какая-то, недостаточно. Вы недостаточно получаете от этого мира, вам хотелось бы больше. По сути, тут
Да, так, поэтому, наверное, тянет стрельца на какие-то крайние шаги, какие-то приключения. Вот. Сны о чем-то большем прямо стрельца. Даже бывшие возвращаются, и дела перезапускаются. Ну, так сказать, творческая прям неделя. Козероги. Так что козерогов расстройство, грусть, печаль, обида. Все не так, как хотелось бы. Что-то может даже сердце болеть. По работе переживания. Работа вызывает одни эмоции. Люди, общение, болтовня. Вот такая вот эмоциональная карта. Явно, что вам это все нравится. Все. Ну, про деньги пока непонятно. Хорошая карта для тех, у кого клиентский бизнес напрямую зависит. То есть много общения, много людей, которые вам симпатизируют, с которым у вас какая-то болтовня, да. Пока вот так вот. Приятное собеседование, если вы ищете работу по собеседованиям. Ваш социальный круг, такая вот вечеринка на отдыхе, где вы, грубо говоря, наслаждаетесь, да, наслаждаетесь, ну, немножко скучно, может быть. Также, если вы планируете какие-то важные дела, что не решатся на этой неделе, нет, они не решатся, все будет так, это бумаги где-то под сукно засунуты, ничего не происходит, типа ждите, но за то время в компании можно провести вполне реально, вы отдохнете от этого всего, да, беготни. Состояние здоровья. Состояние здоровья хорошее, прочное, кроме того, что тот самый момент вкладывать в себя, в том числе в красоту, косметические услуги, приятные известия, хорошие результаты анализов. Состояние в личной жизни, вот оно, где сердце болит. Неопределенность, ни там, ничего не происходит. Если у вас в браке это просто рутина, может быть скука, когда вы не знаете, как вам разнообразить вашу семейную жизнь, что ли, застряли где-то. Ну и конец недели, 8. Так, ну, Козерог решит двигаться куда-то. Козерог решит двигаться. Возможно, путешествие или то есть предпримет какую-то вот такую вот организационную поездку. Движуха, экскурсия, какое-то познание, какая-то небольшая цель, которая вы достигнете и получите от этого удовольствие. Путешествие, посещение, отдых, может быть, вот. А Водолеи. Любовь, морковь, любовное настроение, человек занимает ваши мысли, приятные эмоции, вы друг другу нравитесь. Ну, это может быть и в личном, и не в личном. Сейчас посмотрим, с чем это срезонирует. По работе сложили все свои жезлы и убрали вообще элемент борьбы отсутствует, как все течет, все на самотек. Бросили работать. Бросили сопротивляться, как идет, так и идет. Так, поэтому социум, десятка мечей. Серьезный конфликт может быть, разрыв с человеком, с которым вы давно в контакте, родственник, друг. Также неприятное известие о родственнике и о близком, что он в каком-то состоянии находится. Ну, такая вот карта. Это может не касаться вас напрямую, а именно что-то случится с родственником, другом. Хорошее состояние здоровья, прочное, вложение сил, средств в ваше, может быть, внешность, в том числе ваше тело. Хорошие результаты анализов, хорошие известия о здоровье. Личная жизнь, Луна. Что-то непонятное. Печаль может быть какая-то, воспоминания, сны, смутная тревога, связанная с личной жизнью. Это может также связано, если в семейной жизни какие-то подозрения, что-то у вас очень сильно тревожное состояние. Вообще это карта депрессии. Ну, так вот, ничего не радует, возможно, что Водолей загрустил. Конец недели. Пятерка жезлов. Так, о вас вспомнят какие-то люди, начнут вас активно разыскивать.
общаться с вами, но... Так, Водолей у нас долго не депрессирует. Вышел, говорится, совсем поговорил, всем показал, да, куда им идти. По сути, какая-то активность, может быть, это даже ваши кавалеры какие-то или подруги, то есть вас вспомнят под конец недели все. Ваша любовь, какая-то любовь, да, печалились, и вот ни одного и все сразу. Печалиться долго не дадут. С вами была Графина. Все мои контакты под этим видео. Пожалуйста, в письменном виде обращайтесь. До свидания.